ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты. В 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 миллионов рублей. В год федеральный бюджет получил 82,7 миллиарда рублей. Больше половины суммы обеспечила Москва, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан. Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 миллиарда рублей. Налога на доходы физических лиц, НДФЛ, по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы, ФНС. Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 миллионов рублей. В год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшийся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей. Сборы выше плана. 636 миллиардов рублей – это сумма налоговых сборов с той части заработков россиян, которые превысили 5 миллионов рублей. В течение прошлого года именно это превышение облагается по ставке 15% вместо прежних 13%. Технически более 553 миллиардов рублей. Из этой суммы ушло в региональные бюджеты. Но, как пояснили в Минфине, для регионов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской. Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 миллиарда рублей. И пошли в федеральный бюджет, до этого НДФЛ зачислялся исключительно в бюджеты регионов и муниципалитетов, следует из данных ФНС. Это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, рассчитывавший собрать 60 миллиардов рублей. В первый год действия прогрессии. На 2022 год и 2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере от 79 до 90 миллиардов рублей с высоких доходов. Оценки могут быть скорректированы весной после подготовки Минэкономразвития уточненного макропрогноза, сообщили в Минфине. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет, пояснял в конце 2021 года глава Минфина Антон Силуанов причины повышенных сборов. С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5 миллионов рублей в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Такой доход соответствует месячной зарплате 416,7 тысячи рублей и выше. Повышенной ставкой облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Налоговой базой выступают как трудовые доходы, так и дивиденды, поступления от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Из-под обложения по ставке 15% исключены разовые или нерегулярные доходы, в целом не меняющие имущественный статус человека. Дополнительные поступления федерального бюджета от повышения ставки НДФЛ перечисляются в благотворительный фонд «Круг добра», созданный в январе 2021 года по указу Путина. Деньги идут на борьбу с орфанными и тяжелыми заболеваниями, такими как СМА, спинальная мышечная атрофия. По данным сайта фонда, за год существования он обеспечил лекарствами более 2000 детей и направил 37,9 миллиарда рублей на медицинскую помощь и закупку лекарств. Дополнительные поступления в федеральный бюджет также обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям федерального займа, АФ, и по доходам от корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года. Например, до 2021 года купонный доход по АФ не облагался налогом, а с 2021 года российские резиденты платят с него 13%. За прошлый год таких налоговых платежей с доходов по облигациям было собрано более 7,9 миллиарда рублей, из которых 83% пришлось на Москву. Триллионы рублей налогооблагаемой базы. Доходы россиян, потенциально подпадающие под 15% ставку НДФЛ, только за 9 месяцев 2021 года достигали 4,66 триллиона рублей. Следует и из наиболее актуальных данных ФНС. В том числе сумма доходов в виде дивидендов в пользу физлиц – 1,6 триллиона рублей. И сумма дохода по трудовым договорам, то есть зарплатные части свыше 5 миллионов рублей – 847 миллиардов рублей. Однако за 9 месяцев обеспеченные россияне воспользовались вычетами из налогооблагаемой базы на сумму 1,85 триллиона рублей.
в результате чего фактически уплаченная ими сумма НДФЛ по ставке 15% оказалась меньше. В то же время сумма поступлений повышенного НДФЛ за 2021 год наверняка окажется больше, чем отчиталась ФНС. Дело в том, что по доходам, налоги с которых удерживает налоговый агент, дивиденды, проценты дохода от операций с ценными бумагами, прогрессивная ставка применяется к каждой налоговой базе отдельно. Но если в совокупности они превысят 5 миллионов рублей, налог с такой суммы будет уплачиваться осенью 2022 года по отдельному уведомлению от ФНС. В целом налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличилась менее чем на 2% в результате введения прогрессии по НДФЛ. Дополнительные выплаты с доходов физлиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в 2021 году, которые достигли почти 4,9 триллиона рублей. География состоятельных россиян. Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ неизвестно. ФНС с 2020 года не раскрывает данные о численности плательщиков НДФЛ в масштабе всей страны. По данным Росстата, официальную зарплату выше 3 миллионов рублей в год в организациях крупного и среднего бизнеса получают только 2,6 тысячи человек. Эти данные не включают премии и бонусы, уточнили в статслужбе, то есть с учетом премиальных таких сотрудников будет больше. Налоговый доход, облагаемый по ставке 15%, формируется не только за счет зарплаты, но и за счет иных источников, которые могут существенно ее превышать, например, инвестиционных доходов. По последним данным ФНС за 2019 год, в России насчитывалось 1,3 миллиона физлиц с доходом от 1 миллиона до 10 миллионов рублей и 54 тысячи человек с доходом больше 10 миллионов рублей. Если предположить, что в 2021 году ситуация кардинально не поменялась, то количество налогоплательщиков с доходами более 5 миллионов рублей может составлять порядка 1 миллион человек. Более половины дополнительных поступлений в бюджет от налога на состоятельных россиян, 54%, обеспечили резиденты Москвы, которые принесли в казну 44,5 миллиарда рублей. На втором и третьем местах ожидаемо расположились Санкт-Петербург, 7,6 миллиарда рублей, и Московская область, 4,3 миллиарда рублей. В десятке лидеров также оказались Челябинская и Свердловская области, Татарстан и Дагестан. В Дагестане, где сравнительно низкие общие поступления НДФЛ, 28 миллиардов рублей. В 2021 году, дополнительные сборы с граждан с доходами выше 5 миллионов рублей составили 1,3 миллиарда рублей, или 4,7%. В перечисленных регионах проживает порядка трети населения России, что находит отражение в поступлениях по НДФЛ. Первые три субъекта из списка в обозримой перспективе останутся на своих позициях, поскольку, с одной стороны, они одни из наиболее населенных, а с другой зарплаты в них превышают среднероссийский уровень. Большинство остальных регионов являются крупными промышленными центрами и характеризуются высокой диверсификацией ее экономики. В Дагестане на повышенный НДФЛ пришлась существенно более высокая доля, чем у остальных регионов, добавляет аналитик. Учитывая невысокий уровень средних зарплат в республике, это может быть связано с регистрацией там одного или нескольких крупных индивидуальных налогоплательщиков. Сборы 15% НДФЛ сильно разнятся по регионам, и это неудивительно, так как их уровень экономического развития неоднороден, отмечает директор ИНРАН Александр Широв. Однако было бы неправильно дифференцировать ставку или порог, с которого взимается повышенная ставка, в зависимости от региональной специфики, считает он.